день, уважаемые зрители. Спасибо огромное, что подключились к нашему вебинару. Как вы уже знаете, сегодня мы хотели бы поговорить про пищеварение. И для этого пригласили в студию нашего замечательного эксперта компании Herbalife Nutrition Александра Аркадьевича Мартынчука. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Тигран, здравствуйте, друзья, коллеги, все заинтересованные люди. Я думаю, что наша сегодняшняя встреча, как всегда, будет и интересной, и полезной, тем более, что тема, которую мы выбрали, она, возможно, и выглядит необычной, но, поверьте, она объединяет очень много интересов и дает ответы на те вопросы, которые, возможно, у вас накопились за многие годы. У меня вот накопился один вопрос, и я бы хотел его и вам, и зрителям задать. Мы все просто обожаем наши продукты. Мы можем часами рассказывать, какие они замечательные. Возникает вопрос, а все ли преимущества этих продуктов мы получаем, и что влияет на то, чтобы наш организм, наше любимое тело работало правильно, получало все нутриенты, которые содержатся в этих продуктах, получало всю пользу, которая содержится в этих продуктах. И, наверное, логично было бы спросить вас, Александр, как это может нам помочь? Вернее, что нам помогает? Спасибо. Спасибо за возможность ответить на эти вопросы. И я хочу сказать в самом начале следующее. Я уже очень много лет с компанией, я очень много лет выступаю перед самыми разными аудиториями. И, к сожалению, ни за один раз не было возможности раскрыть абсолютно все возможности какого-то конкретного продукта. Более того, каждый день информация обновляется, ее становится настолько много, и мы так много узнаем уже о имеющихся продуктах, что каждый день мы можем открывать его для себя по-новому, узнавая новые преимущества и новые возможности использования. Единственное, что мы точно знаем, что у нас классные продукты, и ими нужно правильно воспользоваться. Я хотел бы добавить, что наука не стоит на месте, как мы все знаем. Постоянно выходят какие-то новые публикации, которые, в свою очередь, тоже подтверждают, что продукты Herbalife Nutrition, они находятся, ну, скажем так, на острие, по сути, процесса и имеют все преимущества, которые необходимы нам в сегодняшней жизни. Давайте перейдем к проблеме пищеварения. Я думаю, что логично начать с того, почему мы говорим, что пищеварение – это проблема, или почему мы часто начинаем говорить об этом как о некой проблеме, Александр. Тигран, я, наверное, воспользуюсь презентацией, когда у людей перед глазами какие-то картинки, им легче воспринимать то, что говорится. Но, тем не менее, я постараюсь выполнить такую двойную задачу, и сегодня я думаю, что я с ней справлюсь. Я в этом уверен. Итак, друзья, действительно, тема пищеварения, она не то, что, как говорится, животрепещущая, она сегодня в топе интересов. И сейчас мы постараемся разобраться, почему это. Ну, буквально несколько слов о себе. Я думаю, многие из вас меня уже прекрасно знают, но тем не менее, я развиваюсь вместе с вами, я являюсь экспертом Herbalife Nutrition в области сбалансированного питания. У меня есть научная степень, у меня большой опыт практической работы, я постоянно выступаю, пишу какие-то научные работы. Но в то же время одно из самых главных достижений – это то, что я вошел в научно-консультационный совет компании Herbalife Nutrition. И благодаря этому, благодаря обмену знаниями, опытом, мы сегодня, как всегда, поговорим о сложных вещах максимально простым языком, максимально простыми примерами. Когда мы говорим о теме пищеварения, вы прекрасно знаете, что для многих людей, особенно тех, которые хотят что-то в своей жизни поменять, этот вопрос становится одним из приоритетных нередко, особенно на самом старте. Почему? Потому что, во-первых, большая часть проблем действительно с пищеварением, она прямо или опосредованно связана с питанием. Я вам больше того скажу, да, мы можем все списывать на стрессы, на какие-то генетические особенности, хотя это тоже играет роль. Друзья мои, вы должны понимать, что
Пищеварительная система напрямую связана с пищеварением. И абсолютно логично, что если мы кушаем что-то не так, если мы экспериментируем над собой, мы постоянно используем какие-то диеты, мы голодаем, мы издеваемся, мы кушаем нездоровые продукты, это не может просто не отразиться каким-то образом, а каким плохим образом на нашем пищеварении. И если бы все так было просто, если бы в этом было задействовано только пищеварение, ну, наверное, вопрос бы остался только на уровне каких-то узких специалистов. Но вы не поверите, и сегодня вы узнаете, насколько более широки возможности участия именно этой системы, именно органов пищеварения во всех процессах. Начиная от пищевого поведения и заканчивая набором веса, что для многих может оказаться неожиданным. Вот далеко не полный спектр того, с чем может ассоциироваться и быть связаны какие-то нарушения. Ну, абсолютно логично, что если нас постоянно что-то беспокоит, где-то покалывает, какой-то дискомфорт, переливание, ну что будет с нашим настроением? Оно не будет лучшим образом отражаться на нашей жизни. Будет страдать много, и не только настроение, и мотивация, упадок сил. Ведь именно с едой мы получаем энергию для жизни и питательные вещества. Более того, один из авторитетнейших и самых известных ученых, отечественных ученых, Илья Ильич Мечников, еще в свое время, будучи первым Нобелевским отечественным лауреатом, он постулировал, то есть он еще тогда предположил, что именно на уровне пищеварительной системы формируются условия для старения. А соответственно, мы можем что-то сделать и для профилактики этого преждевременного старения. То есть, опять же, от пищеварительной системы зависит даже внешний вид, потому что наши внутренние органы, их слизистые оболочки – это продолжение нашей кожи или наоборот, кожа – продолжение этих слизистых. И если что-то внутри идет не так, это тут же отражается и на нашем внешнем виде. Кожа меняет свой цвет, где-то появляется высыпание, что-то может происходить с волосами и с ногтями, и это абсолютно связанные вещи. И вот для того, чтобы это все расставить по полочкам, нам, конечно же, нужно начать сначала и разобраться, а что же такое представляют из себя органы желудочно-кишечного тракта и какие функции они выполняют. Вы знаете, человек даже за всю историю эволюции, он не превратился в овощ и не стал плодовым деревом. Что я имею в виду? Мы так и не научились получать энергию от солнца и трансформировать ее непосредственно на свои нужды. И для того, чтобы жить, мы должны, естественно, кушать. Мы должны получать и энергию, и витамины, и минералы, и белок именно из еды. И наши органы как раз для этого и приспособлены. Но происходит это все этапно. И в нашей пищеварительной системе заложено гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Потому что помимо пищеварения, еда обменивается сигналами со многими нашими внутренними структурами. Более того, наш мозг должен постоянно контролировать этот процесс. Он должен собирать всю информацию, он должен знать, сколько пришло белка, сколько пришло энергии в виде углеводов или жира. И если эти сигналы от нашей пищеварительной системы приходят неправильные, мы наш мозг вводим в заблуждение, и, соответственно, у нас формируется совершенно другая модель поведения. Если наш мозг чувствует себя обманутым, он вроде бы получает сигналы о том, что энергии недостаточно, он идет на поводу этих сигналов и снова идет искать новые источники пищи, новые источники энергии. Александр, а вот вопрос, мне просто интересно. Получается, что мы можем самостоятельно вводить мозг в заблуждение, питаясь долго и неправильно, условно. То есть мы в какой-то момент вводим мозг в заблуждение тем, что, допустим, употребляем слишком большое количество пищи, чем нашему организму необходимо. Это так работает? Работает это, конечно, намного все сложнее.
И опосредованно это все через наших маленьких помощников, через наш внутренний богатый мир. Но я по ходу сейчас планировал как раз рассказать более глубинные механизмы, по возможности, как всегда, просто, ну, как мне так кажется, и в том числе дать ответы и на этот вопрос. Вот смотрите. Да, наша система пищеварительная, она состоит из разных отделов. У каждого из них свои функции. И вот давайте, используя информацию про эти функции, все попытаемся расставить на свои места и узнать, как это работает. Начнем, как всегда, сначала. Наша еда попадает сначала в рот. И здесь мы получаем помимо первого опыта общения с этой пищей, помимо первого контакта, информацию о том, из чего же она состоит. Наш орган чувств, язык, может воспринимать несколько основных типов вкуса. Это соленое, сладкое, горькое, кислое. Есть дополнительные вкусы, но эти основные. И уже здесь идет прямой контакт и обмен сигналами с мозгом. Почему? Потому что мозг прекрасно знает, что энергию мы получаем в основном за счет сахара. Углеводы, глюкоза – это самый доступный источник энергии. И как здесь мы можем ввести себя в заблуждение? Друзья мои, тоже все просто. И более того, на этом играют производители продуктов, далеко не всегда полезных продуктов. Почему? Потому что, например, эти производители четко отслеживают нашу информированность. И когда они наконец-то узнали, что много жира – это плохо, а жир же это вкусно, они решили чем-то этот жир заменить, чтобы мы были уверены, что продукт стал более здоровым. Убрали жир. На что его заменить, чтобы это было вкусно? На горькое? Наверное, нет. На кислое? Нет. Абсолютно логично, что этот продукт стал либо соленым, либо сладким. Более того, чаще всего, даже почти всегда, там, где есть сахар, почти всегда есть соль. И наоборот. И к чему это приводит? Очень часто, идя на поводу своих вкусовых эмоций, мы попадаем в замкнутый круг, такой своеобразный день сурка. В чем он проявляется? Каждый раз, съедая такую еду, мы получаем один определенный уровень вкусовых эмоций, вкусовых ощущений. Но со временем эти сигналы притупляются, их уже недостаточно. И, соответственно, в следующий раз, чтобы получить такой же уровень пищевых эмоций, мы соли или сахара в этих продуктах, а, соответственно, и самого продукта, будем вынуждены съесть гораздо больше. И шаг за шагом эта ситуация будет только нарастать. Почему? Потому что параллельно мозг за счет этих механизмов будет получать неправильные сигналы. Можем ли мы что-то сделать? Да, можем. Но нередко здесь нужна сила воли, потому что исследования показывают, для того, чтобы отмотать события назад и вернуть ситуацию к исходному уровню, надо дней 10-14 убрать вот эти дополнительные источники простого сахара и соли. И только тогда произойдет определенное форматирование вот этой ситуации и вот этой картины. Достаточно будет просто снизить, извините, что перебиваю, или необходимо по максимуму исключить и соль, и сахар из рациона, чтобы откатить назад вот эти вот ощущения вкусовые? Да, спасибо за вопрос, Тигран, он абсолютно важный и своевременный, потому что здесь нужно свести потребление соли и сахара к самому возможному минимуму, насколько это в принципе позволяет ситуация. Лишь тогда мы можем рассчитывать на точный, четкий ответ организма. Более того, я вам скажу, что если вы сможете до этого добиться и выполнить такую задачу, то есть через 10-14 дней, когда вы съедите ту же еду, вы удивитесь.
Вы удивитесь тому, как вы могли еще 2 недели тому назад это есть. Потому что оно безумно, покажется вам безумно сладким или безумно соленым. Но мы же, То есть кстати, вот знаем, что есть даже на уровне стран, государств, рецепты на одни и те же продукты могут отличаться. Я имею в виду промышленно произведенные продукты. Один и тот же, например, пусть это будет шоколадный батончик в России, в Украине и, допустим, где-то в Юго-Восточной Азии, вкус его может очень сильно отличаться. Где-то быть слаще, где-то быть менее сладким. Это тоже связано с какими-то привычками, диетами в том конкретных людей. числе, да, и это правильно. И этим вопросом в основном занимаются маркетологи. Когда выводится продукт на какой-то конкретный рынок, проводятся определенные маркетологические исследования и изучается спрос, когда потребителям предлагают разные вкусы продукта, разный уровень эмоций от вот этих основных компонентов. То есть, соответственно, проверяют разные концентрации там, соли или сахара на достижение максимального аппетита, что ли, ну вот этих вот вкусовых эмоций, о которых мы сейчас говорили. И когда большинство потребителей, продегустировавших данный продукт, скажут «ок», вот именно эта формула, именно этот вкус для меня был максимально предпочтительным, ну, соответственно, вот такая формула и попадает в топ выбора для этого рынка. Да, спасибо большое. Мы тоже с этим сталкивались. У меня еще один маленький вопрос. Он меня лично очень давно беспокоит. Вот тот самый пресловутый юмами, вкус, про который здесь написано, какие продукты из нашего повседневного рациона ярче всего демонстрируют этот юмами вкус? И здесь вот Соевый нарисован соус. соевый соус. Соевый соус и глутамат натрия. То есть это, по сути, и есть вкус глутамата натрия, вот этой вот пищевой добавки. Она на Кстати, самом деле может быть не только в соевом соусе, она может встречаться в разных продуктах и является усилителем вкуса. Но с этим связан даже так называемый синдром китайского ресторана. Почему? Потому что именно в этой кухне он доминирует. И связано это, проявляется это тем, что попадая в организм, данный компонент вызывает даже псевдоаллергические реакции. У человека возникает безумное покраснение и даже головная боль. То есть пищевые компоненты, взаимодействие с пищеварительной системой иногда очень непростые. но мы говорим, я вот здесь, извините, сразу хотелось бы такую маленькую ремарку вставить. Очень важно понимать, что речь идет о больших количествах глутамата натрия для пищеварительной системы. Я правильно понимаю? То есть, по сути, это безопасный компонент в умеренных дозах. Да, абсолютно верно. Во-первых, речь идет о больших количествах, потому что в определенных пороговых дозах это абсолютно разрешенный и безопасный компонент. Но даже речь идет, наверное, не о количестве. Речь идет в первую очередь, что подобные реакции происходят у предрасположенных к этому людей. То есть, другими словами, аллергия может возникать даже на самые полезные порой вещи у человека, который к ней предрасположен. Например, мы все знаем пример с клубникой, да? Полезная ягода, очень вкусная, используется во многих рецептах, но если у человека на нее аллергия, простите, даже минимальное количество будут ее вызывать. Я ребенком пострадал от этого, буду с вами откровенен. Поэтому с Но тем не клубникой менее, понимаю. давайте двигаться дальше. Дальше, мне кажется, будет еще интереснее. Друзья, сегодня нации, народы, они стареют, это официальная информация. Пожилых людей становится больше, и однозначно нужно прислушиваться к их потребностям, к их не только потребностям, но и возможностям эти потребности компенсировать. Что же с возрастом происходит? Многие, наверное, обращали внимание, что как раз пожилые люди предпочитают еду с максимальным количеством каких-то дополнений. Это может быть соль, это может быть
сахар. Это может быть специи, перец, что угодно. Почему? Потому что с возрастом происходят определенные изменения, в том числе и на уровне пищеварительной системы. Проявляется это тем, что организм, как ни крути, что бы мы ни делали, но в большей или в меньшей степени он угасает. И в том числе возможность передачи сигналов в мозг от того же языка, она все равно снижается. И для достижения, опять же, того уровня пищевых эмоций, о котором мы говорили ранее, требуется гораздо большее количество такого стимула. Вроде бы ничего страшного, но с другой стороны, параллельно происходит еще ряд изменений. Ведь с возрастом нередко у человека страдает зубной аппарат, и возможность перемалывать еду, она теряется. И это способствует определенному смещению выбора в блюдах, в поиске пищевых продуктов. И этот выбор начинает падать на какие-то перемолотые вещи, на каши, на тефтельки и так далее, и так далее. То есть продукты, в которых становится очень много энергии и гораздо меньше полезных, крайне важных пищевых компонентов, в том числе и белка. Полноценного белка, который для этих людей в этом возрасте важен гораздо больше даже, чем для более молодых, физически активных. Почему? Мы с вами помним, друзья, что мы не можем накопить белок про запас. У нас постоянно существует баланс сил, то есть баланс между тем белком, который используется для построения мышц, костей и так далее, и его количеством в крови, то есть аминокислот. И как только уровень аминокислот в крови падает, идет сигнал: отдавайте белок обратно, если только мы не обеспечим поступление за счет еды. С возрастом происходят еще некоторые изменения. Они касаются того, что при уменьшении разнообразия продуктов, при уменьшении разнообразия блюд внутри таких людей происходят очень серьезные изменения. Какие именно? Мы с вами уже не раз говорили, многие помнят, а может быть кто-то слышал это из других источников, что в организме, в частности пищеварительной системе, каждого из нас живут маленькие помощники, микробики. Я не просто так говорю микробики, а именно маленькие помощники, потому что в норме они нам очень много помогают делать. Это все равно, что вы там просите помощь у кого-то по дому, у кого-то с детьми, у кого-то для образования, для изучения английского языка, у кого-то помощь по работе. То есть функции каждого из этих микробиков, они абсолютно разные. И платим мы им за эту помощь видом на жительство, то есть предоставляем им жилплощадь на уровне пищеварительной системы. И с другой стороны, мы платим им валютой в виде продуктов питания. Но у каждого из этих микробов своя валюта. Каждый из них любит кушать свой продукт. Да, есть, как и у нас, какие-то глобальные валюты, и мы об этом поговорим. Это, в частности, пищевые волокна. Об этом сегодня будет идти речь. Но как только падает разнообразие в питании, мы перестаем содержать вот этих маленьких помощников. И, соответственно, те эффекты, которыми они нас обеспечивали всю жизнь, они исчезают. И вот именно в этот момент происходит то, что мы называем, где тонко, там и рвется. То, к чему был предрасположен человек, в первую очередь это и будет реализовываться. И поэтому с возрастом, в силу этого момента, начинается накопление каких-то проблем с самочувствием и со здоровьем. И об этом нужно будет всегда подумать наперед, ведь всегда же проще предупредить, чем потом разбираться с последствиями.
И это тоже фактор и момент, который напрямую зависит от питания и от тех продуктов, которыми мы можем решить этот вопрос. И ты Более можешь, того, я извиняюсь, Александр, здесь, наверное, очень важно поставить восклицательный знак и еще раз резюмировать, что здоровое пищеварение и правильное питание – это напрямую борьба с преждевременным старением. Вот это то, как я вас услышал. Это очень, наверное, важно всем нам, мне лично, в понимании того, что мы сейчас инвестируем в то, какими мы будем, вот с каждой тарелкой условно, продуктов, которые мы едим, мы инвестируем в то, какими мы станем лет через 20, 30 и больше. Вот просто хотел отметить. правильно. Более того, это не только борьба с преждевременным старением, это поддержание достаточного уровня физической активности. Это правильные сигналы для нашего мозга. Я сейчас открою страшную тайну, которую далеко не все врачи знают. Мы привыкли считать, что вкусовые рецепторы, те, которые воспринимают вкусное, сладкое, соленое и так далее, есть только у нас на языке. Так вот, тайна заключается в том, что подобные структуры есть в наших органах пищеварения. И от них наш мозг тоже получает сигналы. А что же дошло? Почему? Потому что мы можем что-то попробовать, и нам не понравилось, мы это убрали. Так вот, а что же все-таки дошло туда? Сколько мы получили на самом деле энергии? Мозг дублирует эту информацию, получая ее непосредственно от наших органов пищеварения. Параллельно каждый из отделов нашей пищеварительной системы имеет еще ряд дополнительных функций, которые влияют в том числе, друзья, и на набор веса. Каким образом? Тоже сейчас вам попытаюсь объяснить. Но если мы уже коснулись непосредственно микроорганизмов, вот этих маленьких наших помощников, во-первых, они помогают нам допереваривать еду. Что это значит в конечном итоге? Вы знаете, я вам приведу такой простой пример. Взяли двух близнецов, у которых одинаковая генетика, одинаковые папа и мама, условия жизни, физическая активность, и стали кормить их гораздо большим количеством продуктов, то есть увеличили количество их калорий. Но один поправился на 5 килограмм, а второй на 3. Хотя получали они одинаковое количество энергии, одинаковое количество калорий. На сегодняшний день мы должны с вами говорить о том, что количество калорий, которые зашли в наше тело, не равно тому количеству, которое там осталось. И это в том числе зависит от состава микробов. Потому что они, как я уже сказал, допереваривают, помогают доусвоить эту еду и, соответственно, получить в сухом остатке больше или меньше энергии. Простыми словами, вот вам еще один пример. Вы, например, кто смотрит меня, и я съедим одинаковую булку, в которой 300 калорий. Но благодаря вот этим жителям нашей пищеварительной системы у меня эта булка усвоится на 50%, а у вас на 70% или на 40%. И это значит, что в конце концов мы получим разное количество энергии. И поэтому за здоровьем этих маленьких наших помощников нужно обязательно следить. И сегодня официально утверждается, что это не просто отдельные микробики, это целое сообщество. Это целая экосистема, которую выделяют в отдельный орган. А ведь от здоровья любого органа зависит и здоровье нашего организма в целом. Так вот, по поводу веса еще несколько моментов. Эти микробы, как мы уже выяснили с вами, что-то любят кушать. Но когда они кушают, ведь это же организм, они для жизни что-то им нужно кушать, но ведь они еще что-то выделяют в окружающую среду.
то есть на уровне пищеварительной системы. И вот то, что они выделяют, нередко служит сигналами, которыми микробы обмениваются с нашим телом. Это как сигнальные флажки или молекулы. И вот благодаря этим сигналам меняется продукция гормонов, отвечающих за наш голод и аппетит. Они как бы дергают, как за ниточки, за наши нервные волокна, и таким образом тоже обмениваются сигналами с нашим мозгом. И поэтому даже сегодня есть книжка «Второй мозг». То есть вот этот орган, обмениваясь сигналами с нашим непосредственным мозгом, опосредованно управляет нашим поведением, как бы дергая вот за такие опосредованные ниточки. Но есть еще некоторые вещи, на которые также мы можем повлиять с помощью продуктов. И они тоже связаны с особенностями и строения, и функций нашей пищеварительной системы. Ну, например, мы с вами сейчас поговорим о желудке. Вы прекрасно знаете о том, что многие люди получили проблему с весом, работая физически, как ни странно. То есть работая правой или левой рукой, если этот человек левша. В частности, обычно это происходит вечером на так называемых бизнес-встречах или дома после работы. Но это называется алиментарный фактор. Простыми словами, переедание. Но когда человек переедал и получал и проблему, и лишнюю энергию, его желудок приучался к большим порциям, и со временем его размеры увеличивались. И когда он, наконец, решил что-то поменять, его желудок, если в него давать гораздо меньшее количество еды, а помните, Фаина Раневская еще говорила, хочешь похудеть, начни есть на ведро меньше. Вроде бы все понятно, но в данном случае, если мы сократим резко порцию, этот желудок останется ненасытным, и он будет отправлять в мозг сигналы о том, что я хочу есть. Да, со временем он может потихоньку уменьшиться, но на это нужно время. И, соответственно, на первом этапе нам нужны будут продукты, которые обеспечат наполнение этого желудка, а с другой стороны, обеспечат, что-то смогут противопоставить вот этому необъективному чувству голода. То есть помочь человеку, который поставил перед собой цель снизить вес. Для этого у нас есть практически все. И эти возможности мы сегодня объединяем в виде специальных программ. Но сегодня, в частности, мы говорим о программе поддержки пищеварения или пищеварительной системы. И сюда не зря вошли именно эти продукты, потому что каждый из них, в использовании каждого из этих продуктов заложен гораздо больший смысл, чем вы даже можете себе представить на первый взгляд. Начнем с белка. Я уже коснулся вскользь этого вопроса. Ну, с одной стороны, мы знаем и помним, что белок нужен для всего. Он нужен для тех же сигнальных молекул, он нужен для того, чтобы создать пищеварительные ферменты, которые помогут нам усвоить любую другую еду. Он нужен для каждой клеточки, в том числе и нашей пищеварительной системы. Но, друзья мои, вы должны помнить, что когда мы говорим о помощи нашей пищеварительной системе, это далеко не всегда значит простимулировать, как-то подтолкнуть. Очень часто, чтобы помочь, достаточно не мешать. Что это значит в данном случае? Помните, мы с вами буквально недавно говорили о пожилых людях и о том, что их возможности с возрастом снижаются, возможности во всем, в том числе по пищеварению и усвоению еды. Им гораздо сложнее расщепить еду, гораздо сложнее ее усвоить. И даже если они кушают вроде бы стейк, вы им дадите, так простите, одно дело его съесть, а другое дело его усвоить. Эти люди сами вам скажут, мне тяжело, я не хочу, отстаньте от меня. То есть таким людям нужны продукты максимально простые для усвоения.
практически полностью уже готовые для усвоения, но в то же время содержащие самые основные компоненты, в которых люди нуждаются в данный период. И наши продукты, в частности, когда мы говорим о формуле 1, такими как раз и являются. Белок, который в них, во-первых, он практически приближен к идеальному. Он обеспечивает все потребности для такого человека. Его же не нужно пережевывать, он готов для усвоения. А помимо этого, мы же получаем не только белок, мы таким образом получаем и весь необходимый комплекс для того, чтобы этот белок заработал правильно. То есть это комплекс из витаминов и минералов, в которых также может испытывать нужду человек, у которого есть проблемы с пищеварительной системой. Единственное, нужно всегда помнить, как этим правильно воспользоваться. Ведь если вы знаете о пользе белка, о том, что он нужен, не надо всю суточную норму запихивать в один раз. Мы просто не сможем этим воспользоваться и взять это и использовать по назначению в полном объеме. Потому что для комфортного усвоения есть определенный диапазон. И вы видите, если мы говорим о том количестве, которое в принципе для нас может быть адекватным, оно составляет от 0,8 до 2,5 грамм на килограмм массы тела. С другой стороны, за один раз, за один присест комфортно усваивается порядка 25 грамм белка. Дадите чуть больше, не проблема. Но не надо за раз давать 80 или 100 грамм белка, вы же это прекрасно понимаете. Пойдем дальше. И сейчас мы поговорим о пищевых волокнах. То есть мы сейчас пытаемся не просто проговорить проблему. Друзья мои, мы хотим с вами найти решение максимально простым физиологическим способом. И в данном случае для этого у нас есть все возможности в виде наших продуктов. О возможностях белка мы с вами проговорили. А теперь давайте поговорим о возможностях пищевых волокон. Очень важная информация, что они есть растворимые и нерастворимые. В чем же разница между ними? С одной стороны, растворимые – это те, которые растворяются в воде, ну и, соответственно, нерастворимые. Какой же смысл для нас? Какие примеры могут быть? Примером растворимых пищевых волокон можно назвать следующее. То есть представьте, что вы варите какую-то кашу, там рис или овсянку, и образуется слизь. То есть вот это растворимые волокна. А если вы взяли капусту, если вы взяли какие-то продукты грубые, соответственно, там будут нерастворимые пищевые волокна. Так вот, очень важно понимать, что нам с вами нужны и те, и другие, но в правильном соотношении. Почему это важно? Опять же, на примерах. Представьте себе, что вы решили себя обеспечить полезными волокнами и стали использовать только растворимые. Давайте вспомним, когда мы используем слизь, отвары, когда есть проблемы со стулом, когда есть расстройство. Соответственно, если мы дадим много растворимых пищевых волокон, может быть противоположная ситуация. Произойти задержка стула, а мы же этого не хотим. Нормальное опорожнение – это нормальное очищение. Ведь именно через пищеварительный канал происходит в том числе очищение от чего-то ненужного, от того, что накопилось. С пищеварительными соками из организма выделяются продукты нашего обмена. Это могут быть и остатки каких-то лекарств, остатки токсинов, чего угодно. И от этого нужно очищаться. С другой стороны, если мы будем с вами использовать очень много грубых пищевых волокон, нерастворимых, они же грубые, и это воздействие может оказаться чрезмерным, травматичным. Такие люди могут испытывать вздутие, дискомфорт,
болевые ощущения. Но без пищевых волокон наша жизнь практически невозможна на сегодняшний день. Если еще лет 30 назад их считали чем-то ненужным и называли таким словом, как балласт, а это то, от чего нужно избавиться, то сегодня мы говорим о том, что жизнь наша и комфортное самочувствие без них просто невозможно. Потому что они как раз выполняют те функции, к которым мы уже сегодня подвели информационную базу. Смотрите, что они для нас делают. Во-первых, растворимые волокна, они как губка всасывают на себя все плохое и потом выводят. То есть это как метелочка такая, как сорбент. С другой стороны, что это плохое? Это же не только вот те токсины, которые потенциально могут быть в организме. Это излишки жира в том числе. А жир, вы помните, это самая калорийная субстанция. Если этот жир меньше поступил в организм, значит, мы получили гораздо меньше калорий. И процесс снижения веса в этом случае будет происходить уже гораздо комфортнее. С другой стороны, есть еще один момент. Как ни крути, мы все равно продолжаем питаться обычными продуктами. И здесь мы очень часто отдаем их качество на откуп производителям. Мы очень редко, когда можем быть уверены в качестве того, что мы берем и покупаем. Мы никогда не знаем, что там есть помимо заявленного, какие есть соли тяжелых металлов, нитраты и так далее. Есть один из примеров, очень известная медийная личность Виктория Бекхэм, которая является адептом, ну, понятно, здорового образа жизни и питания. Вот она питалась одной растительной едой и питалась морской рыбой. И, как ни странно, попала в серьезный переплет, попала в больницу. У нее практически отказала печень. С чем это связано? Это связано с тем, что вместе с рыбой она получила очень много тяжелых металлов. Вот вам ответ. Но проблема формируется не тогда, когда мы что-то съели плохое. Проблема появляется тогда, когда что-то это плохое в нашем теле осталось. И вот как раз пищевые волокна не дают этому плохому остаться в нашем теле. Мы сказали, связывают и выводят. Это очень важно. Второй момент. Пищевые волокна могут связывать компоненты желчи. А с желчью как раз выходит жир. Жир – это основной компонент нашего пищеварительного сока, который называется желчь. И если эту желчь связывать, значит, она не сможет всосаться обратно. Ее нужно синтезировать и создать снова. А для этого потребуются новые порции холестерина, значит, концентрация в крови этого холестерина будет снижаться. И это еще один плюс, в том числе для здоровья сердца и сосудов. То есть, казалось бы, мы говорим только о системе пищеварения и об этих вопросах. Но вы видите, насколько они многогранны и затрагивают интересы практически всего нашего тела и всех наших процессов. Более того, эти растворимые пищевые волокна подкармливают вот этих наших маленьких помощников. Это и есть та универсальная валюта, которую мы платим за их ежедневный, ежечасный труд. Платим достаточно, благодаря чему они остаются и продолжают работать максимально полноценно. Наоборот, нерастворимые пищевые волокна, они выполняют другую задачу, они наполняют кишечник, помогают нам сформировать нормальный туалет, но с другой стороны, они точно так же наполняют наш желудок. Особенно это важно для тех людей, помните, у которых этот желудок увеличен после физической активности. Так сколько же мы должны потреблять этих пищевых волокон? Ну, минимум каждый день взрослый человек должен получать хотя бы 25 грамм. Хотя на самом деле есть и расчетное значение. Это примерно 14 грамм пищевых волокон на каждую 1000 калорий, которую мы съедаем.
Легко ли это получить? Вы видите ответ на этом слайде. Каждый день вы должны съедать вот такое количество разных продуктов, чтобы выполнить эту задачу. Летом для многих еще куда ни шло. Ведь зимой потребление овощей и некрахмалистых, точнее не крахмалистых овощей и фруктов, ведь оно же снижается. А значит, мы не выполняем эту задачу. Мы не можем за собой проследить с помощью обычного питания нередко на протяжении всего года. А помните, у людей могут быть еще и проблемы с жевательным аппаратом, и прогрызть больше килограмма яблок или груш, ну, простите, для них это большая проблема. И для того, чтобы обеспечить, выполнить эту задачу, нужны специальные продукты. Они тоже есть разные, вы видите, в зависимости от содержания в них пищевых волокон, они по-разному называются. Если примерно до 3 грамм на 100 грамм продукта, это источник пищевых волокон. Если 6 грамм на 100 грамм продукта, это уже высокое содержание пищевых волокон. А что говорить про наши продукты? Когда на 100 грамм идет практически 70 грамм пищевых волокон, это же вообще круто. То есть мы выполняем задачи очень легко и просто. И еще один очень важный момент. Как я уже говорил, важно не просто их поступление, а правильный баланс. Вообще в нашем теле все построено на балансе. Что-то плохое может нейтрализоваться чем-то хорошим. Так и здесь. Да, вы можете кушать овсянку, да, вы можете кушать яблоки или жевать кукурузу или еще что-то. Но очень важно соблюсти этот баланс и самостоятельно это сделать. Очень сложно. И когда мы используем специально созданный продукт, в котором эта ситуация просчитана наперед, мы даже не задумываемся о том, что нам нужно делать. Все сделано за нас. Нам нужно брать и пользоваться. Идем дальше. Следующую долю возможностей нам обеспечивает вообще уникальный продукт с тысячелетней историей. Это растительный напиток на основе алоэ. Друзья, о нем хочется говорить гораздо больше, потому что по внешнему виду он похож на просто водичку. На самом деле это еще один коктейль. Коктейль из витаминов и минералов. Коктейль из полифенолов и разных органических кислот. Это коктейль, который имеет колоссальное воздействие фактически на все наши биологические функции. Благодаря этому он позволяет нам бороться с последствиями какого-то стресса клеточного. То есть имеется в виду защищать нас от свободных радикалов, от агрессивных форм кислорода, которые возникают в случае разных проблем. И нарушения пищеварения, и использования каких-то лекарств, чего угодно. Более того, этот продукт обладает еще одной важной особенностью. Он помогает стимулировать отток желчи. А именно с желчи из нашего тела выходит и токсины. С желчью выходит жир, о котором мы сегодня говорили. И более того, желчь нужна для запуска всех пищеварительных процессов. И это очень просто и очень интересно, друзья. Мы с вами все знаем еще со школы, что каждый продукт переваривается с помощью ферментов. И ферменты переваривают белки, жиры, углеводы. Все просто и логично. А теперь давайте подумаем вот о чем. Материнский орган, который их делает, эти ферменты, состоит из тех же белков, жиров и углеводов. Так почему же они не переваривают себя, свой материнский орган, который их создает, поджелудочную железу? Природа это продумала. И для того, чтобы это предупредить, все ферменты синтезируются неактивными. И включает их, запускает и активирует как раз желчь. И поэтому от нормального оттока желчи, от ее качества зависит еще и качество пищеварения.
Более того, компоненты желчи, они как метелочка убирают лишние агрессивные бактерии из нашей пищеварительной системы, не дают им размножаться чрезмерно. И это тоже очень важно. Поэтому над поддержанием функции пищеварительной системы нужно следить. И для этого у нас есть все возможности. Более того, даже если там произошло повреждение, алоэ, мы помним, обладает уникальными свойствами, способствующими регенерации. И это свойство заложено даже уже в каждой гранулке, внутри клеток этого продукта. В частности, реализуется благодаря такому компоненту, который называется, да, сложно, полисахарид ацетонат. Но нам не нужно запоминать. Нам нужно просто знать, что это так. И мы сами, даже не зная этого, пользовались на протяжении долгого периода. Просто когда порезались, брали алоэ, прикладывали, что-то быстро заживало. Но эти же эффекты, поверьте, они же не могут быть только для кожи. Мы ими можем пользоваться точно так же и внутри. Если там есть какое-то повреждение, алоэ будет способствовать его быстрейшему восстановлению. Точно так же, благодаря своим компонентам, он может снижать уровень воспаления, блокировать, защелачивать кислоту и блокировать ее агрессивные свойства. То есть у алоэ многогранный эффект. На разных уровнях они реализуются по-своему, но в целом затрагивают практически все отделы нашей пищеварительной системы, способствуя нормализации ее функций на разных уровнях. В том числе сам по себе алоэ содержит ферментоподобные субстанции, они называются энзимы, которые непосредственно помогают и берут участие в переваривании еды. Для того, чтобы использовать такой напиток, мы же его пьем не в чистом виде, это же концентрат. Мы его растворяем в водичке, и тем самым, потребляя на протяжении дня, мы таким образом восполняем свой питьевой режим или свою питьевую потребность. А водичка, вы прекрасно знаете, что она нужна и для веса, контроля его, и для здоровья кожи, и в частности и для пищеварения, и для нормальных обменных процессов, в том числе для снижения веса. Ведь при снижении веса начинается распад очень многих, в том числе жировых субстанций. И этот процесс должен где-то происходить, иначе накопятся какие-то продукты побочного токсического обмена. Их нужно вывести. Для этого тоже нужна водичка. И алоэ выполняет эту задачу вместе с нами. Таким образом, алоэ выполняет и работу по поддержанию пищеварительной системы, стимулирует ее на опорожнение, поддерживая нормальный стул, и в том числе помогает нам поддерживать баланс жидкости на протяжении дня. И самое важное на сегодняшний день, то, что он не содержит сахара. Друзья, у нас есть разный вкус. Кто-то любит классический, кто-то предпочитает вкус, похожий на морс, в частности, речь идет о вашем покорном слуге. Но для кого-то подойдет и такой экзотический вкус, как вкус манго. Вы помните, мы сегодня говорили о вкусовых предпочтениях. Когда есть выбор, намного легче становится реализовывать все плюсы данного продукта каждый день. Сочетаем вместе с пищевыми волокнами, мы тем самым будем суммировать все те полезные эффекты, о которых мы сегодня с вами говорили. И таким образом мы даже поможем нашему организму лучше очищаться. Ведь когда очищение достаточно, мы предупреждаем самый большой спектр неприятных моментов. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно выполнить всего лишь 4 шага. Сделать их. Во-первых, следуя биологическим ритмам, конечно же, нужно перестать наедаться на ночь. Для этого у нас тоже есть возможности, в том числе и за счет вечернего коктейля, еще одного белкового представителя нашей линейки. Кроме того, это позволит использовать все ресурсы нашего тела и нашей пищеварительной системы по назначению, не перегрузит ее. И тогда
комфортно произойдет само по себе пищеварение, и утром, как часики, сработает наша система на опорожнение. Второй шаг, который нужно выполнить, конечно же, нужно перестать перегружать свою пищеварительную систему в целом. Любая жареная еда очень сильно нагружает наши пищеварительные органы и железы. Копчености, сладости, тяжелый жир – все это перегружает и способствует даже негативным трансформациям некоторых клеток со временем, особенно для людей старше 45 лет. Для того, чтобы очиститься и даже убрать последствия вот этого негативного воздействия, конечно же, нужна клетчатка. И сегодня вы об этом, я думаю, поняли и хорошо разобрались в этом вопросе. Ну и напоследок. Воду никто не отменял. Воду в самом разном виде. В составе алоэ отдельно, в составе продуктов. Водичка – это жизнь. И благодаря такой комбинации нашим продуктам и возможностям воды мы сможем поддержать нашу пищеварительную систему на пике своей эффективности. Спасибо, друзья. Уважаемые зрители, Александр, спасибо большое. Это огромная важная тема для нас всех, пищеварение. И спасибо запуску Алоэ Манго, что подтолкнул нас вернуться еще раз к этому вопросу. Я, в общем-то, весь вебинар делал какие-то пометки у себя в блокноте, открывая все новые и новые грани, нюансы, которые бы хотелось дальше изучить. Александр, еще раз вам большое спасибо. Уважаемые зрители, спасибо, что подключились. Всем хорошего дня и всего доброго.